Друзья, приветствую вас, дневной обзор. Давайте рассмотрим, что у нас происходит на рынках и какие движения сегодня ожидать до вечера, до конца дня. Так, друзья, давайте начнем с того, что по Китаю. По Китаю сегодня продолжение коррекционного отката. Вопрос только в том, будет или не будет пробито 5340. Если оно будет пробито, то китайский индекс CSI 300 пойдет ощутимо ниже, и здесь цель движения первой будет 5050. Пока здесь, несмотря на то, что формация разворотная, вполне это может консолидироваться на достигнутых значениях и какое-то время еще здесь продержаться. Я думаю, было бы логично, если бы вообще мировые финансовые и фондовые рынки дождались бы инаугурации Байдена, и как раз это было бы классической ситуацией, когда покупаешь на ожидании, продаешь на свершении. То есть приход президента-демократа – это было ожидание, его инаугурация – это свершение. И, соответственно, это как раз здесь логично происходит точка, от которой можно вполне начать ощутимо проседать, либо падать. На текущий момент, пока не взяты ключевые уровни, пока они не пробиты, здесь может продолжаться вот эта болтанка, консолидация. Но то, что такое движение идет по Китаю, это так или иначе аукнется и на российском, и на мировом фондовом рынке. Так, друзья, далее индекс доллара. Здесь пошло движение наверх. Ну, в общем-то, тот сценарий, который на выходных обсуждали, здесь сейчас первая цель 90,5. Если она будет пробита, здесь произойдет закрепление. Следующая цель для марш-броска это движение 91,5. Вот. Пока не пробит вот этот уровень, вот этот диапазон, здесь вполне может случиться коррекционный отскок с целью движения на 89,4. Но то, что здесь происходит, вот это движение, оно указывает на то, что весьма вероятно движение вверх продолжится, как минимум цель движения будет 91,5. Далее американский индекс, это SFD на фьючерс SP500. Дневной таймфрейм. Здесь у нас по сути максимальное значение очередное на прошлой неделе достигнуто. Сейчас идет попытка разворота. Для того, чтобы эта попытка разворота реализовалась, нужно пробитие 3770. Вот если оно устойчиво будет пробито, то отсюда следующая цель движения будет сначала 3720 и потом движение на 3640-630. Вот. Далее идут уровни, пробитие которых будет указывать на то, что этот рост завершился и мы начинаем сыпаться. Я думаю, до 20 числа мы, наверное, вот удержим, не пойдем сюда, вот, хотя кто знает, если 3770 со свистом пробьем, можем и сюда сходить и пробить. Вот. Но я думаю, все-таки больше вероятность пока нахождения вот в этом диапазоне выше вот этих двух линий. Так, друзья, далее VIX, индекс страха и волатильности, дневной таймфрейм. Обратите внимание, вот он сегодня прямо выстрелил и улетел. То есть ни о каком пробитии и закреплении 21,5 речи не пошло. На текущий момент, как только будет 25,2 на объеме пробито, здесь пойдет ускорение. И цель движения будет сначала взять 28,5 и потом сходить на 31,5. Ключевой уровень здесь 25,2. То есть вот если он пробивается, то скорее всего это придет к ускоренному движению наверх. Далее давайте посмотрим, что с нефтью. Бренд дневной таймфрейм. По сути по дневному таймфрейму у нас здесь разворотная формация. Вот в самое ближайшее время, если у нас развивается дальнейшее движение вниз с пробитием уровня 53,85, то это движение оно приведет к тому, что будет возврат вот сюда вот на 51,5, 51,6, точнее даже вот в этот диапазон между двумя линиями. Пока такого пробоя нету, здесь скорее всего нефть будет поджиматься, консолидироваться и торговаться вот в этой верхней части. Необходим еще один задерг движения наверх. Так, давайте перейдем к часовому таймфрейму, который менее стратегичен, но не менее важен. Так, по часовику у нас здесь нащупался уровень 55. Ну, вполне логично, круглое число, тем более две пятерки. Соответственно, сейчас здесь произошел отбой от 55. И мы имеем движение отсюда, коррекционный отскок. Цель этого отскока движение на 56,3
и потом отработка до внешней цели 56,7, которая проходит вот здесь вот. Этот оптимистичный краткосрочный сценарий не сработает, если сейчас развивается движение вниз и пробой уровня 54,75. Вот здесь, если пробой возникает, то отсюда сразу идет ускорение. Цель этого ускорения будет движение для начала потестить 53. Вот 53 отсюда, в случае, если не будет пробоя двойного донышка, мы получим коррекционный отскок назад, вот сюда, в этот диапазон. Если здесь пробой будет, то, соответственно, начнется более сильное проседание далее вниз. Так, друзья, далее золото. Но золото у нас нащупало локальное дно. Оно сходило на самые возможные лои локальные, но ниже только вот там 1760, по-моему, было. Но здесь как бы пока таких оснований особых нету. Вот, да, его отлили, на это есть определенные основания, определенные причины, переток капитала. Вот, на текущий момент, как видите, оно прекрасно консолидируется в диапазоне 1841-1854. Давнишний уровень, хорошо нам знакомый. Вот, здесь на текущий момент формируется движение, цель которого пробить 1854. И, соответственно, после этого попробовать закрепиться 1860 и потом сходить на 1882. Вот сюда вот. Сами видите по золоту, какая изумительная волатильность. Так, ну и вот 4-часовик по золоту, он сейчас, я думаю, наиболее показателен, потому что у нас на текущий момент здесь разворотная формация, и у этой разворотной формации первая цель движения это 1882, вот сюда вот. Соответственно, эта формация не сработает в том случае, если мы сейчас получаем откат, и этот откат пробивает 1839 и потом касается 1830 или остается здесь. Если вот сейчас такое движение происходит, то в ближайшее время, там сегодня, завтра, маловероятно, что разовьется движение вверх. То есть мы будем либо консолидироваться, либо пойдем осыпаться дальше. На текущий момент времени я склоняюсь к тому, что большая вероятность того, что золото либо пойдет наверх, либо, если этого не произойдет, будет движение в диапазоне 1830-1854, вот здесь вот. То есть меньше всего, я думаю, вероятность того, что оно сейчас сыпанется и пойдет далее вниз. Это не значит, что это невозможно. Это значит, что при текущих обстоятельствах, я думаю, вероятность такого сценария, она менее, чем движение наверх или нахождение в консолидации. Если переходить на 15-минутный таймфрейм, то здесь следующая закономерность. Вот самое ближайшее время, там час, 2, 3, час 14:25 по Москве. Если не будет движения вниз и пробой 1842-1844, то вот эта вся проторговка, она завершится тестированием 1860 и, возможно, закреплением на 1865, вот здесь вот. Так, друзья, далее серебро. Здесь картина сложная, сходная. Нет, она не сложная, она именно сходная с золотом. Вот, но по серебру здесь ближайшая цель движения, вот она рядышком, 25-38, вот сюда вот. Как только здесь закрепляется, то отсюда пойдет импульс движения, цель которого будет сходить вот сюда на 27-35, вот сюда вот на это значение. Данный сценарий не сработает, если сейчас пойдет коррекционный откат и будет пробитие 24-26. Вот 24-26 сейчас в этой ситуации это некая магическая цифра, пробитие которой приведет к тому, что разовьется движение, цель которого будет сначала 23,7, потом 23,2. Пока здесь более вероятно, что будет либо движение наверх, либо проторговочка в этом диапазоне и потом движение наверх. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, наш ключевой актив, наш прокси. Вот. Ну что мы видим? По дневочке здесь у нас идет движение наверх. Укрепление доллара вполне ожидаемая реакция на понедельник. Вот, соответственно, здесь у нас уровень 75. Вот уровень 75 он будет служить либо точкой отражения, либо по факту пробития. Отсюда сразу возникнет импульс движения на 76 и потом 77.35. Это если так вот смотреть
на ближайшую перспективу с учетом высокой волатильности на рынках. Сейчас в течение дня у нас идет растущий тренд. Вот, и ближайшая цель движения у нас здесь сформировался импульс, который должен привести на 70, 74, 95, 75. Вот это весьма вероятное движение сегодня до конца дня. В каком случае этого не произойдет? Этого не произойдет в том случае, если сейчас возникает коррекционный откат и происходит пробитие 74,3. Если такой сценарий реализуется, то мы идем укрепляться по рублю, и цель движения будет тестирование 74,1 и, возможно, закрепление вот в этой области. Пока, с моей точки зрения, здесь больше вероятность продолжения роста доллара против рубля. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь один уровень, который 1,22, он пал. Соответственно, сейчас промежуточный уровень 1,2153. Если он пробивается, у нас остается последняя надежда 1,21. Сейчас вот от текущего значения может вполне здесь произойти разворот и коррекционный отскок. Цель по этому коррекционному отскоку 1,2251. Если здесь возникает пробой, то следующая остановка будет 1,21. Вот пробитие 1,21 уже будет указывать на то, что сформировался тренд на ослабление евро и, соответственно, на рост доллара ко всем ключевым валютам. Так, далее евро-рубль. Но здесь ситуация не очень интересная, на мой взгляд, более интересен сейчас именно доллар-рубль. Евро-рубль — это движение в диапазоне, нижняя граница 90,58, верхняя граница находится на 90,89, вот здесь вот. Я думаю, сегодня и будут колебания в этом диапазоне, но сейчас вот на текущий момент здесь идет движение, цель которого все-таки потестить 90,56, 90,6. Вот это значение. А дальше здесь будет либо отбой, либо, соответственно, движение на 90,5. Я думаю, все-таки вероятность укрепления евро к рублю, она не очень высока. Поэтому либо будет добой 90,6 и отсюда отскок и движение сначала на 98, потом 90-93. Либо мы сразу от текущего значения 97 идем сначала пробивать 98, потом 90-95. Вот сюда вот. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, дневной таймфрейм. Здесь у нас вполне сформировались условия для коррекционного отката. Вот, соответственно, если не будет сегодня закрытия выше уровня 147 200, то наиболее вероятно, что в ближайшие дни мы продолжим вот это нисходящее движение вниз. И цель этого отката первая будет 143 500 и потом движение на 139 800, вот сюда вот. Так, ну вот часовой таймфрейм немножко по-другому дает картину, что либо от текущего значения может возникнуть разворот и движение на 148 900, либо такой разворот может произойти от значения 147 100, вот здесь вот. В том случае, если все-таки идет движение, который приводит к пробою 146 800, то следующая цель движения отсюда будет находиться на 145 200, 145 100. Вот пробитие 145 тысяч, оно наиболее вероятно придет к тому, что эта коррекция, она сначала на 143 уведет, а потом следующая цель движения будет находиться на 139 600, вот здесь вот в этом значении. Но исходя из дневного таймфрейма, обращаю внимание, все готово к развороту. Да, 150 там осталась цель, но посмотрим, как сегодня завершатся торги. Может быть, все произойдет и раньше достижения 150 тысяч. Все, друзья, спасибо за внимание.